Появилась тут у меня одна очень интересная игрушка новая, у которой даже вот немножечко подвеска работает. Вот, есть только один нюанс. Немножечко мы там винтом работаем. В чем суть? Та-дам! Сейчас попробую поймать свет. Видно, да? Вот эти трещины и пузыри, это вообще что-то необычное. В каком плане? Пузыри, это я налил спирта, вот, но не протирал его, короче. И вот пузыри от спирта остались. Трещины вообще не понимаю, честно говоря. Первый раз такое встречаю. Такую поверхность еще и с трещинами. Вот. Не очень все хорошо. Вот, печатал с поддержками. Печатал долго, скажу. 2 часа заняло. Вот, там втулочки. Всего втулок 8 штук. На каждое колесо по 2, но я поставил по одной. То есть, получается, сейчас. Вот так вот. Вот втулка. В колесе ничего нету. Там и наружные втулки я напечатал. Ну, пока без них там поставил. Вот. Изнутри просто там винт. Хотя в самой модели там в идеале типа ставить сплошную ось. Но я подумал, что ну и на винтах держится и ладно. То есть без втулок, без ничего там. Можно туда шайбу подкинуть и прикрутить уже намертво, но я не захотел, честно говоря. Вот. В моей модели вот углы, естественно, все позадирало. То есть залом, а углы, все остальное. Вот. 2 часа она печаталась, но в принципе можно быстрее, потому что втулки я потом напечатал отдельно на рафте и все получилось. Вот, а с первой печатью, когда я втулки вместе с ней делал, они вообще свалили из зоны печати и то есть, ну, со стола, грубо говоря, ушли. Вот так вот. Он тоже угол задратый. Ну, я, в принципе, как бы не рассчитывал, что тут будет все в идеале. Но, в принципе, вот, пожалуйста, машина будет на полке стоять. Сейчас покажу изнутри. Ну и вот, собственно, вид изнутри. То есть тут винты. Тут, пожалуйста, под любой автомобиль вообще. Вот, я там поддержки удалял, плохо удалялись, конечно. Вот, углы совсем испорченные. Здесь я допиливал вот эти места, получается, они были полностью прямой угол, я допиливал кусачками, потому что сильно, ну, то есть надо сильно кузов растягивать, чтобы оно стало. Вот. Тоже углы испорчены все. Вот эта деталька, она отдельно вообще печатается. Ну, то есть рядом с этой моделью. Да, есть чуть перекос, но я, наверное, может, криво прикрутил, и оно у меня все криво. Но в целом я этой штукой очень доволен, потому что она простая. И что еще надо? Это я на Сингиверсе нашел ее. Вот. Винты, еще 4 винтика. Мне почему и понравилась идея чисто вот на саморезы вкрутить, потому что не надо никакие оси искать там или гвозди. Вот, 4 штучки прикрутил, да и все. Вот. Ну, колеса не все прям идеально держатся, то есть, ну, оно может выскочить, да. Но мы же как, условие, что машина на полке будет стоять. Вот. Тут она у меня тоже что-то кривая немножечко. Вот. Ну, это можно, в принципе, я думаю, можно это все выровнять. То есть она даже имитирует немножко работу подвески, это очень интересно. А, вот там сзади, да. Вот где криво. Вот стенка криво пошла, и вот он, собственно. Ну, это ничего страшного, это абсолютно. Я просто что говорю, что я еще, наверное, попечатаю таких вот. Такой же с нормальным, попытаюсь с нормальным качеством, без косяков. И те некрашенные тачки можно ставить сюда вообще без проблем. Вот. Ну и, соответственно, диски надо будет, то есть колеса в сборе печатать, как я на вот того Nissan печатал. А так очень классная штука, и самое главное, она точно подойдет уже под любую машину. Ну вот, как-то так. Сейчас еще покажу вот здесь. Вот такая.